Привет, друзья! Hola, amigos! С вами капитан Алекс, и вы на канале Паруса Свободы. Друзья, сегодня я нахожусь в замечательном городе Ронда, который находится на юге Испании, в 500 километрах от Аликанте. Я приехал сюда посмотреть на известную достопримечательность. Это Nuevo Puente, новый мост. Это красивейший мост в городе Ронда, который находится, как я понимаю, в скале с огромным перепадом высоты. Мне удалось полетать на дроне, я вам сейчас все это покажу, и прокатиться на карете по историческому центру города Ронды. И я хочу забрать вас с собой на эту замечательную экскурсию в этот замечательный день. Так что, vamos, amigos!
Мы остановились вот в этом отельчике, в какой-то испанской деревушке, около 20 километров от Ронды. Классно, там пастбище, лошади бегают. Короче, такая деревенька. Прикольно, в отеле работника не было. Из серии ключ под ковриком. Нужен паркинг. Возьмите ключ под ковриком, откройте, закройте, верните ключик. Ой, кто это у нас здесь? Ой, кто это у нас здесь? Только ключ под мягкой игрушкой. Ну что, мы выдвигаемся в Ронду. Let's go. Hola, amigo. Y otra vez, por favor. Fantástico, fantástico. Я наоборот сделал второй. И, кстати, друзья, я был на кориде 2 недели назад. Сначала думал сделать видео про кориду, но, честно сказать, зрелище такое себе. После убийства первого быка я вообще хотел встать и уйти. Но дальше было интересней. То есть в программе было 6 быков. Там Тореадор и его команда. Их убивали, сражались с ними. Но было очень интересно, как быки вели себя по-разному. То есть у них были разное поведение. Если первого они просто, тупо завалили, вот, всей толпой, вот, то дальше было интересно. Там могло и Томодору достаться, и там могло и Тореадору достаться, и его команде. Вообще корида очень похожа на Колизей в Древнем Риме. И, я так понимаю, история, она уходит туда. И там целый процесс. Есть президент арены, который принимает решения. Оказывается, не всех быков убивают. Некоторых быков милуют. И вот нам повезло, потому что это очень редкий случай. Мы как раз попали на ту кориду, где помиловали одного быка. Вот. Он очень хорошо сражался, и Тореадор его там не смог заколоть, по-моему, с первой шпаги. И все зрители белыми платками махали, давая понять президенту арены, что они хотят помиловать этого быка. И этого быка помиловали. И это огромная удача для фермера, который, привозит этого быка на кориду. Дальше этот бык отправляется в стадо, его лечат. Точнее, его лечат, он отправляется в стадо и продолжает рожать детей, оплодотворять и рожать детей, размножаться. И продолжает размножаться. В Испании проводится очень много корид в год. И на 1000 корид только 1% выпадает, когда быков милуют. Поэтому это был очень редкий, но зрелищный случай. Еще, например, как я понял, смотрите, процессия очень долгая. То есть 6 быков это было около 3 часов. И уже когда были 5-й и 6-й бык, уже, я так понимаю, Тореадор устает. Ему было уже сложнее убивать, потому что быки всегда свежие. И последнего он очень долго там с ним, боролся, но все-таки убил. Вот, очень интересная процессия, там определенный ритуал. Очень мне понравилось. Да, в плане зрелища быков, конечно, жалко, но зрелище и история кориды очень интересная. Зашли в ресторан прямо возле моста, вот с видом на мост. Смотрите,
коктейли по 7 евро, да. Эспрессо мартини, там мохито, джин-тоник. Вот, есть закуски тапас. И что там, если по морепродуктам, дорадо 17,75, сальмон 18, осьминог 18. Вот. Салатики, ну и вот по мясу, то есть мясо от 15, от 14 до 48, но это за килограмм чулетон, 48 евро. Так вполне нормальные цены. Друзья, мы в том же ресторане, и стало интересно реально узнать про историю этого моста. Светка, короче, раньше мы говорили загуглила, теперь можно сказать зачатила. Ну, расскажи-ка мне про историю этого моста. В 1735 году при Филиппе V начали строительство первого нового моста с пролетом около 35 метров и общей высотой примерно 100 метров. Работы завершились всего за 8 месяцев. Быстро сделали. Ну да, дальше. Но мост просуществовал всего 6 лет. Потом он обрушился, унеся жизни около 50 человек из-за плохих конструктивных решений. Мы уходим? Нам возвращаться через него. Нет. Но потом его реставрировали на протяжении 34 лет. И официально... Потом уже подошли к этому делу более серьезно. Да, официально он был открыт в мае 1793 года. Ну, нормально уже проверен за 300 лет. За 300 лет уже отстоял, думаешь? Да. Muy bien. Как ты худенько. Ну да, видно, уже кто-то протирал. Машина. Ayuntamiento. Muy bien. Карина. Но это не факт, что именно до коридата там написано. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?